Приветствую! Сегодня у нас замечательный расклад «Истинное отношение человека к вам». 4 королевы, 4 короля. Мальчики загадывают девочек, девочки загадывают мальчиков, мальчики мальчиков или девочки девочек. Уж как кому хочется, да? Можете по картинке определяться, по стихии, кому что понравится. Можете по интуиции. То есть здесь полностью, как говорится, ваша фантазия. Будет 3 аспекта. Любятина, истинное отношение, да, вот, так сказать, из положительного. И какое влияние на вас этот человек деструктивное оказывает и оказывает ли. Вот так вот. Определяйтесь, пожалуйста. Итак, я думаю, каждый из вас уже определился, кого выбрать. Сейчас я перемешаю это все добро. И вот кто у нас за кем тут лег, так и будем смотреть. Не густо перемешалось, ну да ладно. Итак, как я и говорила, 3 аспекта. Любятина. Что-то из области доброго и что-то из области недоброго, да? Так, поехали. Король кубков первый у нас. А зачем я выложила эти карты? Эти колоды. Итак, кто загадал кубкового короля? Мальчики, но если вы загадываете своих друзей, любятину вам смотреть явно не надо. Если вы, традиционной ориентации. А там уж глядите сами. Кому что по вкусу, как говорится, да? Итак, кубковый король. Что в плане чувств, эмоций и тому подобное по отношению к вам у этого человека? 3 карты. Теперь, я не знаю, вот с этой колоды сейчас посмотрю, какой будет поток идти. Она бывает, вроде как посмотришь, милая такая колода Таро, но иногда показывает крайне забавные вещицы на самом деле. Ага, туз жезлов, если что, выпало. Интерпретируйте, как вам будет удобно и как вам захочется. Так, колоды, в принципе, у меня все подготовленные, поэтому я особо не буду здесь заостряться на перетасовке, да? Так, любятина, король кубковый. О! Девочки, здесь человек хотел бы вас привязать по нижним чакрам. И здесь, знаете, как ничего серьезного, больше мечты, фантазии. Но человек манипулятор, да, может ухаживать красиво, может, знаете, так, хорошо стелить, да жестко спать будет. Никакой, я не сказала бы, что ответственности он нести не будет. Во всяком случае, сейчас он об этом не думает, но очень много фантазий по поводу вас. Колоссальное множество. Человек в иллюзиях находится. Дальше. Может это, кстати, и бывший быть. Вот движение к стабильности, вот знаете, желание получить вас, это да. Думает, что через вас он получит энергию. Вот так вот. И деструктив
Здесь у человека прям иллюзия, что он добьется того, чего хочет. Если не касается даже любятины, не смотрим на вот эти карты, здесь у человека очень много иллюзий. И я бы сказала, что персонаж любитель, ну, попринимать определенные вещества, то есть начиная от такого, знаете, уверенного алкаша, ну, то есть по чуть-чуть, но каждый день мы систематически, да, подбухиваем, и заканчивая наркотой, причем такой не слабой. Либо же это таблетки какие-то. Может, вообще у него, ну, постоянно таблетки какие-то нужно пить. Он через вас хочет прийти к стабильности. Из кубкового перейти в пентаклевого. Он думает, что вы для него стабильность принесете. У него будут новые начинания, знания получит. Короче, через нижние чакры подвязать вас к осуществлению его фантазий. Давайте я так скажу. Так что истинное отношение человека вот такое вот к вам. По поводу деструктива, здесь хочет человек ваших знаний. Каких знаний? Смотрите сами. То ли магического толка, то ли, не знаю, чтобы вы его чему-то как обучили. Вот такого вот плана. Следующий пентаклевый король у нас на арене. Смотрим. Его истинное отношение к вам. Три карты. Да чтоб тебе. Ага. Итак, любятина, если для вас это актуально. Подавление вашей воли, чтобы вы сидели в ожиданиях, и чтобы он вас имел тогда, когда ему будет удобно. Если кратко. Тупое использование, наглое, и причем в открытую он этого не скрывает. Общение с вами хочет и хочет, чтобы вы пошли к нему навстречу, причем быстрыми темпами. Человек хочет власти над вами. Вы для него источник новой энергии. Вы расходный материал, знаете, вы как батарейка. Здесь пикаперы, альфонсы. Здесь нарциссы, манипуляторы, вот такого плана люди. И считают, что им должны восхищаться. Человек с прошлым может быть у вас связан, кстати, из вашего прошлого.
человек из прошлого, тоже подсадка на нижняя чакра, но здесь, знаете, более жесткое подавление, даже психологическое идет. Знаете, в чем подоплека? Знание вашего рода. То, что несет вам удачу, хочет для себя стянуть это. Просто хочет вас иметь по всем фронтам, понимаете? В деньгах, в сексе, в мыслях, поработить вас как личность. Вы должны им восхищаться, вы должны давать в любое ему доступное время то, что он хочет, когда он хочет, как ему будет удобно, понимаете? И вы отвернуты от этого. Возможно, у вас вообще семья с этим человеком была. Вы от этого отворачиваетесь и смотрите абсолютно в другую сторону. Это уже плюс. Но у персонажа вот такие вот моменты. Опять же таки, коротко и лаконично. Оп. Короли у нас, да, сразу решили вот так пройтись. Ну, короли так короли. Три карты. Гляньте, на каждый вариант выпадает что-то. Ну, тут товарищ из себя императора возомнил. Посмотрим, соответствует ли он этому статусу, или он просто об этом мечтает. Скорее всего, что мечтает, потому что он не соответствует. Он смотрит, его приоритеты в одну сторону летят, и он жизнь под них подстраивает. А качество лидера, императора, далеки от тех приоритетов, которые расставил этот человек. Не забываем, постоянные подписчики моего канала, Король воздуха. Это же у нас весы, блин. Ну, вы понимаете, о чем я. Ой, да что ты, да что ты. А вот здесь я хочу уточнить. Привороты, привязки, использование, давайте черной магии назову это. Полным ходом дядька трудится. По колесе фортуны он хочет ваших изменений для союза с ним. Но, так как эта карта специфическая, здесь женщина, да, показаны разные ее этапы жизни. Когда она, скажем так, на дне, депрессии и тому подобное, когда она поднимается и когда она уже в ресурсе, да. Вот хочу посмотреть, чего же именно из изменений ему хочется от вас. Ой, как интересно. Слушайте, этот человек, скорее всего, делал вам деструктивщину на вас, а в итоге она легла на него. Вот и все, ребята. Он порабощен вами. Вот так вот. У него прям как идея фикс. Он считает, что у вас кто-то есть, поэтому вы так прекрасно выглядите. Он думает еще, что вы можете сидеть и о нем вспоминать. Он вас сравнивает с другими, у него чувство вины есть. Этот человек реально вами порабощен. Даже если вы ничего не предпринимали, ему просто, отзеркалило его же деструктивы, на него оно и легло.
в свое время, конечно, да, человек, так сказать, дофига чего сделал для вас. Его очень сексуально к вам тянет. Плюс по психике бьет. Здесь я немножечко подвисла. Ой, ёпарасоте. Смотрите, помните, я тасовала... Нет, это в предыдущем варианте, это же карта выпала. Его истинное отношение, он очень закопался на... Знаете, я бы здесь сказала шизофреник. Человек в потемках своего разума находится. И сейчас он восстанавливает силы свои. Вместо того, чтобы проанализировать себя, здесь, короче, человек не хочет ни черта менять, не хочет проходить трансформации. Он ждет результата, когда подействует его магия на вас. Человек пытается уйти от наказания, кармического причем. Вместо того, чтобы себя прорабатывать, у человека в голове, там, знаете, больные фантазии в вашу сторону. И смотрите, в раскладе 2 четверки мечей. Всего 3 четверки. Здесь зеркальные карты. Он по справедливости от высших сил должен пройти трансформацию, а он тупо нет, будет по-моему, и никак иначе, я во всем прав, а мне рассказали, и здесь, здесь заболевание психологического толка у персонажа. Короче, доигрался этот мальчик великого мага, я вам хочу сказать. У него по деньгам большие проблемы, он считает, что через союз с вами, какого толка союз, любовного либо делового, ему посрать, даже просто встретиться с вами. Там крадники, стяги можно нацепить, и он думает, что у него плавно да уверенно он с помощью вас выйдет из наказания. У него как бы очень много поводов для размышлений, но он не размышляет, я вам хочу сказать. Он не размышляет. Да, он хочет в стабильность уйти. 4 четверки, девочки, 4 четверки. Это, конечно... Для кого-то он еще хочет приехать к вам, да, встречи хочет, но он через вас хочет получить стабильность, комфорт, чтобы его не нахлобучило
кармически, а его нахлобучивает. Хочет, здесь человек переклад делает, знаете, если он страдает по вам, он хочет, чтобы вы были в таком состоянии. Если он в безденежье делает, короче, делает переклад, ну, он пытается свое дерьмо переложить на вас. И вот, мол, ты выйдешь со мной на связь, каким бы то ни было образом, и я получу то, что мне надо, понимаете? И все у меня наладится, и все у меня закружится, завертится в ту сторону, в которую мне надо. Ну, о чем речь? Вот представьте себе, да, я понимаю, здесь 3 колоды, но 2 семерки пентаклей и 5 четверок, девочки, 5 четверок, 2 мечевые, пентакли и кубки. 5 четверок. Человек просто помешан на том, что вы источник и энергии, и денег, и благ, и тому подобное. И он как будто думает, что его магия сработала, ждет результатов. И дело в том, что думает, что вот-вот получит, а на самом деле себя еще больше зарывает. И здесь человек может спиваться. С головой вообще, ну, такие... Сказать, что он скрывает это, хотя, ну, в обществе может показывать себя как: ой, да у меня все хорошо, да я здесь всем доволен, а вот отдельно наедине с собой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Человек под бесами, под лярвами, защит для себя хочет, добиться вопреки. Короче, этот персонаж просто готовый типа головам. Силы ему магические подавай, чтобы он был впереди планеты всей, а ему это закрывают. И не работается. О вас думает, скорее всего. У человека очень много иллюзий, что он император, что он может много чего, а на самом деле он из себя ничего не представляет. Он дно. Вот я вам говорю серьезно, человек дно. Там столько на нем деструктивщины. И поверьте мне, лярвы и бесы — это не самое печальное, что возле него находится. Вот. Как бы так еще посмотреть? В голове у этого человека сидит уже в голове. Сидит определенная энергия, которая диктует ему, как поступать и что делать. Она управляет его мыслями. Она его как провоцирует
на уничтожение себя любыми методами. Давай прибухни, все будет классно. Давай пойди сделай деструктивную магию, все будет классно. Прими это решение, получишь дары судьбы, ты же их достоин. Тебе грозит опасность, не ссы, все будет хорошо. Вот сходи к тому, он тебе сейчас посоветует. Приходит к деструктивным магам. Вот туда пойди, сейчас у тебя будут классные связи, тебя пропихнут, протолкнут, тебе помогут. А на самом деле человек приходит в это общество и забирает негатив на себя со всех людей. Причем разноплановый негатив. Он как будто сам на себя одевает чужие проклятия. Я не знаю, вот реально, если вы незаметно для него, хотя как вам, а если вы вам, нет, вам это не надо, не надо, не, не. Вам это не нужно. Вот любому другому человеку, если у вас, девочки и мальчики, есть человек, у которого несправедливо ему по карме что-то, да, на него свесили, пошлите просто, чтобы он рядом прошелся с этим конем. Вся деструктивщина сразу же спрыгнет на него. Он как магнит для всех деструктивных тварей и энергий. Вот что я вам скажу. Это просто жесть. Интересненько. Ладненько, будем идти дальше. Задержались мы. Король жезлов. Все-таки сразу у нас короли вышли. Так. Король жезлов. На каждый вариант вылетает карта. Не знает, как вам подступиться, король жезлов. Ну, сейчас посмотрим, что у него тут в любятине. Ой, интересный расклад, я чувствую, для многих будет актуально. Вот знаете, так быстренько просканировать, да, прозондировать вот этих вот разных товарищей. И из 8 уж карт, из 8 типажей людей, каждый для себя выберет, кого нужно. Итак, любятина. Ага. Ну, вы отворачиваетесь от этого человека. Вам как-то уже, ну, поднадоел этот персонаж. Вы вот как будто навострили лыжи. А он продолжает себя чувствовать императором в ваших отношениях. Этот человек хочет, чтобы вы на нем зависли, чтобы вы от него зависели. А здесь все по справедливости. Человек в кошмарах, в отчаяниях. У него идет очищение души. Определенный этап очищения. Тяжело все это проходит. Очень странно по жезловому королю энергии такие как бы идут.
Человек боится, что ему придется расплачиваться за свои грехи. Возможно, здесь была измена в семье. Такой вот вариант. Если касательно работы, здесь все по справедливости товарищ будет получать обратно. Но из деструктива попытки вас спровоцировать на встречу, на разговор, на переписку. Ну, тут такое легкое. И тяжело ему это дается. Короче говоря, вы, скорее всего, отвернулись от этого и сказали: адиос, ми корасон, меня не устраивает это. Здесь вы поставили точку. Если еще вы не разошлись, вы уже приняли решение. Дело осталось за бытовыми мелочами, по сути. И ему уже прилетело, и он боится, что ждет его дальше. И пытается вот вас как-то еще, да, к себе привлечь, так сказать. Здесь страх за то, что накосячил, и нужно за это расплачиваться. Итак, королева Пентаклей. И снова 3 карты. Девочки, если смотрите ваших подруг, либо же недоброжелателей, соответственно, любятина это, ну, явно не ваша, не ваш пункт. Это уже для мальчиков, которые смотрят на девочек. Итак, отношение этой дамы к вам. Для мальчиков. Но здесь как-то по справедливости. Сейчас посмотрю точно. Ух ты, матчи знаю. Еще кое-что по любятине хочу дотянуть. Мальчики, здесь вам по справедливости прилетает то, что в свое время вы обидели кого-то, теперь здесь женщина будет держать над вами верх. Через секс, через привязки к себе. А вы будете думать, что вы в конфетно-букетном периоде и вас ждет любовь. Но, повторюсь, эта женщина дана вам высшими силами по справедливости. Вы обидели кого-то, хлебайте теперь. Девочки, кто смотрит на девочек, да? Отношение этой дамы к вам. Здесь мне хочется сказать, что этот человек вам помог вылезти из какого-то
Безденежье, бездуховности привел вас к стабильности и при общении с ним, да, где-то вам тяжело, но вы получили подпитку, помощь, поддержку и двигаетесь дальше. Вот для мальчиков здесь есть подтекст. А для девочек, вот кого вы тут загадали, девочку тоже. Но здесь по справедливости все. То вы встретили эту барышню тоже по справедливости. Ну, чтобы она вам помогла. То есть вам ее послали высшая сила для помощи в ваших трансформациях. Здесь ничего глобально такого, ну вот нет. Вот как-то так. А для мальчиков, да, здесь не все так. А для мальчиков здесь, знаете, как продолжение того, что я говорила, она хочет стабильности через вас. Ну, то есть, допустим, стать женой, да, получить статус какой-то и... Она будет доминировать над вами через нижние чакры. Вы это заслужили. Все, идем дальше. Вы падки на передок просто. Вот вам и послали даму, которая вас попользует через этот передок. Да, мальчики падки на передок это. Я иногда просто удивляюсь, насколько в мире преувеличено значение секса для мужчин. Насколько они раскрутили это. Ну да ладно, это уже для особо, знаете, таких любящих покопаться вглубь бытия людей. Фраза. Итак, королева кубков. Кто выбирал королеву кубков? Ого, ого, вот так вот. Ну пусть будет вот так вот. Королева кубков. Значит так. Так. Та-да-да-дам, королева кубков. Ух ты, ух ты. Королева кубков непростая женщина, мужчины для вас. Она умеет быть и заботливой женой, и хорошей мамой, хорошей хозяйкой, знает, когда пофлиртовать, когда нужно включить любовницу, когда проститутку, когда домохозяйку, когда жену. Но, возможно, это все в прошлом, потому что по отношению к вам она выясняет внутри себя, а достойны ли вы этого на самом деле. По факту я уже могу вам сказать, что по вот этой карте мужчины, кто загадал женщину, вы просрали свою, не знаю, свою удачу в этой женщине. Как хотите, называйте это. О,
А если вы ее еще и променяли на деньги, на свою маму, сестру или своих друзей, на машину, там что вам посветило, либо другую бабу, вам трындец, я вам честно говорю. Вам просто, ну, прилетит по 1 число. Это для мальчиков. Один из вариантов, это то, что я озвучила. Истинное отношение человека. Второй вариант. Это то, что женщина может играть роли, но от нее на вас были деструктивные магические влияния. И она из-за собственного эгоизма на вас и влияла. То есть, знаете, пыталась управлять вашей судьбой. Дорогой вашей судьбы. Вот так вот. Когда надо, чтобы она повернула, хотя она поворачиваться не должна, да, идти прямым полотном. Ну вот, а те, кто просрали женщину хорошую, то вы сейчас в процессе знаете каком. Какой от нее негатив для тех, кто просрал? Негатив один. Она слишком вас возвысила в ваших глазах. Вы и ногтя ее не стоите, по сути. И вам жизнь это, поверьте мне, еще докажет не единожды. Вашу спесь, гордыню будут сбивать и лопатой, и кирпичами, и медными тазами. Будет ваша корона еще очень долго в грязи валяться. Ну как корона, ее там нет. Для тех, кем пытались управлять, вы как бы ушли. Да не совсем, ребята. Попытки есть уйти, но здесь трудятся по вашу душеньку, чтобы вы две карты солнца. А здесь хотят, чтобы вы были рядом с ней. Тут вот, да, ну вот так вот для мальчика. Вы туда и сяк. И где ваш вариант, там уже сами смотрите. Кто оступился, а кто нет из вас. Девочки, кто выбрал эту девочку? Что я здесь для вас могу сказать? Эта женщина, да, с помощью каких-то своих знаний, каких-то своих, вот знаете как, историй о своей жизни, она через свой пример учит вас. Вы, глядя на нее, понимаете, как не надо. Вы с помощью этого человека совершаете переход в такое состояние, где вы можете находиться в разных пространствах и гармонично.
как для пространства, так и для самого себя. И какой деструктив от нее. Даже если она и пыталась на вас или делала раньше, то на данный момент то, что она делает, у вас защиты хорошие. И благодаря специфическим необычным защитам весь ее деструктив в вашу сторону трансформируется в осуществление ваших желаний. Если же она не делала вам деструктива, то этот человек помогает вам видоизменить себя, трансформироваться. И вот вы меняетесь, понимаете, вы как начинаете работать над собой, меняться. В таком случае здесь не совсем стандартными путями эта женщина действует, но она прикладывает очень много усилий для того, чтобы ваши желания осуществились. Еще такой вариант. Вот по кубковой королеве здесь 4 потока. Для мальчиков 2 и для девочек 2. Так что выбирайте сами, где, кому, что, как говорится, да. Интересно, конечно, так зашла информацион. Итак, жезловая, здравствуйте. Ой, одна уже осталась, да, у нас жезловая теперь. Давайте смотрим жезловую. Дьявол, магнетизмом обладает эта женщина. Способностями, конечно, обладает тоже. Спросите ли вы меня, ведьма? Конечно, ведьма. Ох, только б не 4 потока, блин. Лаконичненько бы нам объяснили, я бы была крайне рада. Да? Любить героя из летного отряда. Так. Жезловая, мальчики. Ух. Мальчики, кто выбрал свою партнершу, на нее есть деструктивная магия. И она очень сказывается и на ваших сексуальных отношениях. И там из огня до в полымя перепрыгивания идут. Перепады настроения и тому подобное. И недовольство, то пошел вон, то нет, я главная, то я страдаю без тебя, понимаете? Так. Вот для вас, ребята, я и продолжаю трактовки.
Давайте скажу коротко. Есть влияние на вашу девушку и на вашу семью в целом. Эти влияния, если вы еще, а я вижу, вы по энергиям, в принципе, как бы не заморачиваетесь, вы в покое в некоем находитесь, возможно, это мороки. Если продолжится в таком же русле, у вас партнерство просто разобьют его, вот и все. Здесь очень много программ сделано на ваши отношения с этим человеком. Итак, девочки, кто загадал на королеву Джезловую кого-то? Я могу сказать, что ситуация по сути неизменна. На этом человеке очень много деструктива. По семье, по эмоциям бьет. В сексе тоже, в отношениях бьет. Здесь человек как будто за что-то оштрафован. Потому что такой набор, да, такая композиция нехорошая. Давайте я скажу так. Давайте так. Что она сделала, за что ей вот такое прилетело? Люди из прошлого, круг общения вот этой дамы. На нее влияли. Люди, с которыми она общается, заставили ее, но не напрямую, взять на себя те обязательства, с которыми она не справится. Здесь прям оморочки на человека накинуты были. Но я вам хочу сказать, что вот это все, это период трансформации, очищения, и у этой женщины она получит знания, причем сотрудничество с темными, с очень темными, высокопоставленными ребятами. Угу. Там мне уже ее путь показывают. Если же, девочки, это какая-то мадам, которая на вас совершала воздействие, то я вам хочу сказать так. Заказывала, свечи жгла. То есть влияла на вас, как я уже описала для парней, чтобы вы не получали новых связей, накидывала на вас мороки.
И за что ей дана эта ситуация? За то, что не с теми договора заключала, еще ее поставят на выбор. Здесь очень много трансформаций ждет человека. Очень много. Поэтому ее отношение к вам, знаете как, если это так, то деструктивно вас творило. Я вам хочу сказать, что ей не до вас, вообще не до вас. Ее отношение к вам, она барахтается в своем болоте сейчас. Тоже несколько потоков. Здесь такая вот, знаете, путь нелегкий, короче. Ну и последняя у нас королева мечей, глядящая вдаль, провожающая орлов взглядом, да, или бакланов. Давайте посмотрим, что по королеве мечей здесь у вас. Так. Мальчики, для вас здесь девушка с вами играет. Она в своем, знаете, образе вас привязывает к себе. И у вас с ней явное социальное неравенство. Дальше не смотрю, я в принципе все сказала. Там может быть очень много чего. У вас неопределенности в отношениях много. Если даже так и взять, то да, она вас манит, но дело в том, что вопрос в другом. Либо это ваши мечты, фантазии, либо если она вами реально манипулирует, да, ну просто как, играется, ну, за это она будет отхватывать. Если же нет, значит здесь просто человек, ну, вы подсели на нее, короче говоря. Вот так вот. Ее отношение к вам. Ну, здесь мальчики попали на то, что эта дама вам, сознательно или несознательно, вопрос второй, перекроет связь с родом. Это раз. У вас с помощью этой женщины начнутся трансформации и в финансовом плане, и в вашем духовном продвижении, и в ваших победах. Но все это будет через 8 мечей, через бессонницы и обдумывание, и анализ. И да, смотрите, если вы сами подзависли на ней, то, ну, прорабатываете себя. Если же она вами если она вами манипулирует, ладно, тогда у вас там будет и защиты попадают, и денежный канал полетит, и в оморочки вас закинет, и навешает вам лапши на уши, и будете вы думать, что это вам кто-то другой делает, а она при этом вас будет держать у себя под каблуком, и все.
Вот так вот. Для девочек. Кто загадал тоже девочку? Истинное отношение человека к вам. Человек к вам на самом деле хорошо относится. Здесь человек вам помогает изменить и себя, и свое отношение к окружающим людям, научиться взаимодействовать в компании, в группе людей, да, сообща, отточить навыки. Вы через этого человека свои можете. Но из деструктивного влияния от нее перекрытие ваших защит, вашей интуиции. Проще говоря, вы начинаете делать ставки на материальщину, забывая о духовном. Вот так вот. Здесь такая вот непростая мадам. Если недоброжелательницу загадали, здесь делается на то, чтобы у вас не было взаимоотношений, новой работы, нового коллектива, взаимопонимания этого в коллективе, чтобы не было. И здесь стягивают ваши защиты. Тоже несколько потоков. Ох, как забавно и интересно. По женщинам у нас получилось, да и по мужчинам в принципе тоже. На этом, ребят, я буду с вами прощаться. Пишите ваши комментарии и как у вас проигралось это все. Будет мне крайне интересно. Также посмотрим, сколько человек отпишется. Потому что по обычаю такие расклады у меня, как на 4 короля, 4 королевы, когда я делала, там вообще, там так метаться начали определенные люди, я просто наблюдала и умилялась. Но я не жалуюсь. Почему? Потому что просто идет зачистка пространства. И, в принципе, я к этому была готова, потому что у меня специфические энергии такие проходят, да. А я зачастую о чем вижу, о том, собственно говоря, вам и пою, ни больше, ни меньше. Есть, конечно, персонажи, которые попадают на канал на мой и вообще на ту информацию, которую я несу. И вот не сходится, и вот я не понимаю, о чем вы. Не понимаете вы, о чем я. Все, проходите мимо, пожалуйста. Люди, которые в нормальных вибрациях, вот я вам серьезно говорю, вот заходят, ну не мою, да и не мою, и пошел дальше. Которые в ненормальных вибрациях, это надо высказать свое фе, еще какашками закидать, попытаться унизить. И человеку даже не вдомек, что вопрос не в том, на кого ты попала, а в том, кто ты есть сейчас и здесь, в пространстве, да. Поэтому, ну и почему ты не понимаешь ту или иную информацию? Потому что зачастую мы не понимаем ту информацию, от которой мы либо отворачиваемся, либо у нас еще, ну извините, уровень духовного развития, да, не позволяет воспринять. Ну вот просто нельзя, как говорится, да. Хочешь понять, поднимай вибрации свои, будет тебе все понятно и ясно, и как бы не будет никакого у тебя
там деструктивного ни мышления, ни переживаний, как говорится. Ты не будешь плевать вот этим вот ядом налево и направо. Хотя бы по одной простой причине: тебе будет некогда. Ты настолько будешь, как бы это правильно сказать, самодостаточной, самоуравновешенной личностью, что будешь осознавать, насколько бренно наше воплощение, и что твое время здесь не стоит таких энергетических затрат на самом деле. Вот как-то так. Так что, ребят, у кого чистки, кто делал чистки, хорошо прошли. Вам тут род помогал, женская линия рода. Это там насчет королевы жезлов, скорее всего. Почему? Потому что там реально такая, знаете, ситуация, ну, не из приятных была, конечно, по этой даме. Так что, ребят, вот обязательно мне, пожалуйста, отпишитесь, потому как много людей задействовано, и знаете, оно так все переплетается, перемешивается, иногда говоришь сам, не понимаешь, ну, а вы понимаете меня, допустим, да. Ну, то есть я говорю, а вы... Для меня это как-то не связано между собой, а вы понимаете, что да, вот, ну, для вас пазлы складываются. И такое бывает. Пока в потоке находишься, там пытаешься это все уловить, то, естественно, да чтоб же ж тебя, ёбушки-воробушки, нормальную карту из этой колоды не найти. Колода вообще специфическая, не знаю я. В свое время, конечно, в свое время, я вам хочу сказать, здесь можно и положительные аспекты найти, но вот хоть убейте, вот серьезно. Вот колода всегда проигрывается, это Таро наслаждений, да, или сексуальной магии, что-то там. На, ну не знаю, вот она очень редко показывает ванильщину, давайте я так скажу. Если у кого-то она действительно показывает добрых фей и счастливых эльфов, ну, мужчин и женщин я имею в виду, тоже мне напишите. Ну, а так, в принципе, на этом я с вами буду уже точно наверняка заканчивать на сегодня. И пожелаю вам добра этого мира, как всегда. Пока-пока.